Рассмотрим зависимость энергии гипса от профиля реакции, показанного на рисунке. Эта схема в равной степени применима как для рассмотрения энергии активации, возникающей из-за искажения внутренней координационной оболочки, так и для энергии, возникающей в результате перегруппировки диполей растворителя. Предположим, что кривые потенциальной энергии, описывающие реагенты и продукты, представляют собой параболы, которые применимы, если бы движение в направлении реакции было направлением гармонических колебаний. Соответственно, гряка постоянная, описывающая гармоническое колебание. В переходном состоянии, решая эти выражения для x через значения для реагентов и продуктов, получаем. Подставим это значение в выражение для энергии активации. Упростим, где и уравнение является основой простых принципов, о которых мы говорили в 17-й лекции, связывающих величину стандартной константы скорости с изменениями в геометрии между реагентами и продуктами. Уравнение показывает, что чем больше x, тем больше энергия гипса. Теперь мы обратимся к рассмотрению двух вкладов в величину лямбда, так называемой энергии реорганизации. Это энергия реагента в координате xp, соответствующая равновесной геометрии π, как показано на рисунке. Итак, для случая лямбда и t можно показать, что величины представляют собой силовые постоянные нормального режима для координаты колебаний в реагентах и продуктах соответственно, в то время как величина представляет собой изменение длин связей и валентных углов между реагентами и продуктами. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим следующий электродный процесс. Он включает изменение длин связей и валентных углов. Если предположить, что вклад в активацию вносят только растяжение связей NO и изменение угла ONO, тогда, где V и R соответствуют равновесным валентным углам и длинам связей. Эберсон охарактеризовал силовые постоянные следующим образом. Очевидно, что деформация вносит наибольший вклад в энергию активации. И это также верно для окисления Кольбе, рассмотренном в лекции 18. Теперь обратим внимание на лямбда нулевое, соответствующее реорганизации растворителя. Предположительно, что изменения энергии сальватации возникают из-за случайного колебания диполей растворителя вокруг интересующих частиц, и что потенциальная энергия последних изменяется параболически со смещением по координатам растворителя. В этих условиях получено следующее приближение, где E – заряд электрона, D – расстояние от реагента до поверхности электрода, которое в большинстве случаев равняется бесконечности. Эпсилон ОУП – оптическая диэлектрическая проницаемость, а эпсилон S – статическая диэлектрическая проницаемость. Эпсилон нулевое – диэлектрическая проницаемость вакуума, которую можно выразить в следующем виде. Условие возникает, поскольку диэлектрические проницаемости зависят от частоты, как показано на рисунке. Диэлектрическая проницаемость показывает уменьшение силы между двумя зарядами, которые находятся на определенном расстоянии друг от друга. На диэлектрическую проницаемость влияет два фактора: ориентация диполей растворителя в среде и электронная поляризация в молекулах растворителя. При скоростях, соответствующих переносу электрона, второй вклад всегда находится в равновесии, поэтому вклад диполей растворителя отражается в разнице между обратными величинами оптической и статической диэлектрической постоянной соответственно.